что вам рассказать. Немцы-то где? А немцы работают. Вычистили полностью все железо, вычистили весь уголь. Ты знаешь точно, сколько налогов ты должен заплатить. Знаешь точно, сколько у тебя останется в конце года. И раньше здесь в городе очень было много драк, поножовщин. Никаких Луи Виттонов, никаких Хуго Боссов. Тебе нравится здесь жить? Хорошо, расскажи про свой бизнес. Юваль Гефтер проживает в Дюссельдорфе с 2011 года. Свой первый бизнес в Германии открыл в 2009 году. Имеет несколько компаний, в частности, в сфере New Product Introduction. Главный бизнес – это так называемый NPI, то есть New Product Introduction. То есть мы занимаемся стартапами и помогаем им выводить их на рынок. В большинстве своем это обычно компании, производящие высокотехнологичную электронику. Мы помогаем им в разработках, помогаем им в производстве и помогаем вывести потом это производство уже в масс-маркет, так называемый, вывести его на общий рынок международный. А почему именно отсюда ты это делаешь? Или у тебя офисы в разных странах? У нас офисы в Испании, в Латвии, в Бельгии, в Германии и в Дубае. А который из них самый такой прибыльный? На сегодняшний день самый прибыльный бизнес – это Испания. Испанский? Да, испанский и немецкий тоже. Немецкий и испанский. Ну, получается, что ты работаешь в сфере IT. Существуют здесь какие-то... Давай разделять. IT – это софт. Окей, продакшн. Мы занимаемся электроникой. Электроника – это хард. Хард. То есть это железо. IT – это все, что связано с интернетом. Мы занимаемся инженерингом электронной, именно самой электроники. Ну, то есть вы разрабатываете микрочипы? Мы не разрабатываем микрочипы, мы разрабатываем то, на что эти микрочипы садятся. То есть печатная плата и все, что вокруг нее. А есть здесь какие-то специальные зоны, типа инкубаторы, специальные экономические зоны, может быть, для таких компаний? Да, есть такие зоны. Да, есть в Германии такие зоны. Инкубаторы, они находятся в том числе и под Дюссельдорфом. Не так легко получить деньги на это. Самая большая, она, кстати, в Берлине. Есть также в Мюнхене. Под Мюнхеном есть тоже такая зона. Какие там преимущества, преференции? Что она дает? Ну, это обычно это такой коворкинг, да, то есть тебе дают спейс для тебя, где ты можешь работать. Ты должен пройти конкурс. В каждой земле есть свой банк, земельный банк, который дает суды под такие стартапы. Но опять же, это все зависит от конкурса. То есть, если ты проходишь все этапы конкурса, если твой продукт, то есть твоя личная история как человека, в которой нету, там, ты не задолжал денег государству, ты не задолжал денег налоговой, у тебя там нету криминального прошлого, это очень важно. Только тогда ты можешь попасть на такую программу. И это еще не факт, что ты в нее зайдешь, только после того, как твой продукт оценят комиссией, только тогда ты сможешь туда зайти. Ну, то есть это не про то, что тебе дают какие-то преференции в плане низкого налогообложения, Нет. а это больше про поддержку со стороны государства, про софинансирование данных проектов, да? Да, все правильно. Понятно. Да. Но в этом, конечно, разительное отличие между теми же фризонами в Дубае. Да. Ну, расскажи про свой город родной. Где мы находимся? Мы находимся в городе Дюссельдорф. Это столица земли Нордрайн-Вестфален, Северная Вестфалия. Германия разделена на земли. Одна из таких топовых главных земель Германии, это самых больших к тому же, это земля Северная Вестфалия. Она тянется практически за Бонном и уходит далеко на север. Население примерно 20 миллионов. Большое. Это в смысле население всей земли или города? Земли. Население земли 20 миллионов. Самая густонаселенная в Германии из-за того, что здесь был очень большой приток гастарбайтеров. Отсюда добывался весь металл для производства автомобилей. Шахта, здесь было очень много шахт, уголь, железо. Здесь можно вокруг еще посмотреть, до сих пор остались огромные карьеры, где все добывалось. Такие города, как Бохум, Дортмунд, Опель. Центральный город Опеля, это здесь недалеко, Дортмунд находится. Ближе к Кёльну, это здесь делают Форд. К тому же в районе Дюссельдорфа
Между Дюссельдорфом и Кёльном расположены самые главные в Европе заводы по производству химикалий, такие как Henkel, BASF или BASF. Поэтому район достаточно индустриальный, огромнейшее количество гастарбайтеров, которые приезжали сюда 60-е, 70-е, 80-е годы. Из-за этого здесь они все остались, конечно, привезли с собой жен, нарожали детей, и таким образом получилось так, что Норд-Рейн-Вестфален стала густонаселенной землей. Они, естественно, здесь все остались, живут до сих пор, и практически никто из них уже не работает, потому что закрылись, вычистили полностью все железо, вычистили весь уголь, который только можно было отсюда вычистить. И люди остались безработными. Такие города, например, как тот же самый Бохум, который здесь к северу от Дюссельдорфа, там безработица порядка 60% населения. Только из-за того, что просто людям больше негде работать, а уезжать никто не хочет. А как они живут? Германия, соцпакет. Очень просто. Социальная система Германии позволяет людям здесь жить годами, поколениями, жить на социально и достаточно неплохо жить. Интересная система, конечно. Да, очень согласен. А сколько вот эта вот выплата составляет? Это зависит от количества детей. Точно, ну, примерно 350 евро на каждого ребенка, плюс семья получает бесплатное жилье, талоны на питание, возможность выезжать за границу раз в год. Даже телевизор можно получить от государства. Ну и включая там всю мебель и так далее. Это какие-то специальные кварталы для таких? Да. То есть государство специально строит Нет, социальное жилье? государство есть, существует социальное жилье, но его очень мало. Просто есть города, где жилье очень дешевое, и хозяину дома социальные службы выплачивают за квартиру. Ну да. 70% это, конечно, большой процент не работающих людей. 60. 60, извиняюсь. Получается, город Дюссельдорф разделен на две части. Да, находится в самом его центре, это так называемый Альтштадт. Очень туристическое место. Естественно, это город банков, моды, город телевидения для всей Германии. И также город страховок. Все страховочные компании находятся вдоль Райна на той стороне. Огромные офисы, огромные здания. Расскажи, а почему ты обосновался именно здесь? Почему выбрал Дюссельдорф? Ну, это так исторически сложилось. Мой первый стартап, который мы создали в 2009 году. Мы купили здесь маленькую компанию из 3 человек и развили ее до 50 миллионов в год оборота. И продали ее в 2012. Так получилось, что мы купили ее именно здесь и пришлось сюда переезжать. Приехали мы сюда в 2011. Бизнес, причина. Да, причина только бизнес. В 2011 году мы сюда переехали с семьей, потому что я просто мотался первые 2 года. Когда мы создавали эту компанию, выводили ее на рынок. Вот, в 2012 мы ее продали, и я начал заниматься другими бизнесами. Ну, вот так вот получилось, что в 2011 году мы сюда переехали уже с семьей. Раньше здесь в городе очень было много драк, поножовщин. Ну, из-за того, что огромное количество туристов, воровство кошельков и так далее, и тому подобные вещи происходили. Сейчас, так внегласно, здесь всем руководит такая банда, они называют себя Hells Angels, это такие мотоциклисты, банда мотоциклетная, типа русских стрижей, если ты в курсе, что это такое. Круто, большая банда? Да, это огромная банда, у них есть прямо короли, есть, они разделены на группировки, разделены прямо как полки свои, то есть у них у каждого свой полковник, лейтенанты, сержанты. Причем в этой банде это не важно, ты еврей, турок, араб, немец. Там есть все слои населения, включая врачей, программистов, лоер, все кто угодно. У них есть полностью поддержка во всех государства в государстве. И все здесь платят protection, так называемый по-английски. Бизнес. Да, каждый бизнес здесь платит им денежку за то, чтобы они держали здесь все под контролем. Из-за этого здесь, в городе, в центре города, пропало. То есть уже не воруют кошельки, практически нет драк, потому что они здесь реально за всем следят. Ну, главное, работает? Да. А сколько платят? В зависимости от бизнеса. Вот такой ресторанчик, От например. 1000 до 5 В месяц? Да. Ну, в зависимости, конечно, сколько они зарабатывают. Да, Макдональдс тоже платит? Я не думаю, что Макдональдс платит, но вот такой вот, например, вот этот Биргартен,
Кстати, один из самых древнейших здесь, в Германии. 100% платит protection. Расскажи, где мы гуляем, что это за улочка? Это улица, центральная улица старого города. Здесь пабы, рестораны, здесь ночью невозможно пробиться. Германию, не знаю, она скоро лопнет. Сюда все прилетают, приезжают. Хотят, по крайней мере, здесь жить, да? Да, Давай поговорим про миграцию. давай. Ну, ты же сам мигрант. Да. И как тебе здесь? Германия очень удобная и комфортная страна. Самая, наверное, комфортная и удобная страна со стороны социальной защищенности. Здесь очень хорошие социальные условия. В том случае, если ты потерял работу, женщина, мать-одиночка здесь может спокойно жить, не задумываясь о хлебе насущном. Больницы всегда тебя примут. Неважно, есть ли у тебя страховка или нет, они обязаны тебя принять. Даже если ты не гражданин этой страны или не проживаешь здесь, даже если ты не резидент, ты приходишь здесь в госпиталь, тебя обязаны принять, обязаны обслужить, а потом уже будет решать дальше, что делать и кому посылать счет. Так что да, действительно, на сегодняшний день с социальной точки зрения здесь очень комфортно. Но с точки зрения как бизнесмена я тебе хочу сказать, что здесь тяжело. С одной стороны, с другой стороны, все очень... Опять же, из-за того, что Германия все-таки страна структур, да, здесь все структурировано и очень понятно. Ты знаешь точно, сколько налогов ты должен заплатить, знаешь точно, сколько у тебя останется в конце года. С этой точки зрения очень удобно. Причем, когда, например, была пандемия, государство очень хорошо помогало частному бизнесу. То есть давались безвозмездные суды. Если положение было тяжелое, есть понятие такое, что если ты находишься в тяжелой ситуации, государство какую-то часть зарплаты перенимает на себя. Ты просто отправляешь твоих работников, например, на полставки из-за того, что у тебя нет недостаточно объема на этот момент производства твоего, да? А остальную часть перенимает государство. На самом деле мы здесь гуляем, и я вижу, что немцев не так-то и много. В основном все-таки люди, которые не похожи на немцев. Как мы, например. А где немцы? А немцы работают. Вот сирийский беженец, он идет по городу, по Дюссельдорфу идет. Встречает человека и говорит ему: спасибо тебе огромное, немец, что принял меня в своей стране. Человек ему говорит: я не немец, я турок. Идет дальше, видит следующего человека, такого более-менее светлого. Говорит ему: спасибо тебе, немец, что принял меня в твоей стране. Тот говорит: я вообще-то не немец, я альбанец. Так, блин, а что такое? Идет дальше, смотрит, прям блондин с голубыми глазами. Тот ему: спасибо тебе, немец, за то, что принял меня в твоей стране. Он говорит: а я не немец, я русский. Немцы-то где? А немцы работают. Нет, это такая немецкая шутка, да, это такая немецкая шутка, где немцы работают. Мы об этом обсуждали как раз на набережной. Город очень космополитичный. В особенности, мы сейчас находимся в центре, здесь очень много, сейчас туристический сезон, здесь очень много туристов, приехавших в Дюссельдорф специально из-за Кёнигс-аллеи, то же самое, потому что это действительно улица, на которую я уже говорил, да, что это на 1 квадратный метр по количеству продаваемых товаров она на одном из самых первых мест в мире. Ну, то есть все-таки вот эти мигранты, которые сюда толпами приезжают, они в большей степени сидят на социалке, да? Да, они сидят на социалке. Но в Дюссельдорфе, как я уже говорил, здесь очень много офисов. И очень много молодежи сюда приезжает работать со всей Германии и из-за границы. Здесь находится Vodafone, здесь центральный офис Vodafone немецкого. Здесь банки, мода, здесь телевидение. И везде требуется молодежь для работы, поэтому здесь очень много молодежи, да. Молодежи, которая работает, работающей молодежи. Ну, то есть, если вы молодежь, прилетайте в Дюссельдорф. Давай поговорим о жизни в Германии. Давай. Вот тебе нравится здесь жить? Опять же, здесь очень комфортно с точки зрения детей. Вот эти огромные пространства, зелень вокруг городов, да? Очень удобные, комфортные школы, которые дают очень неплохое образование по отношению, если мы смотрим на образование в целом по Европе, и мы сравниваем, как люди, выходцы в свое время из постсоветского пространства, где образование было очень важным моментом, да, то Германия с точки зрения очень хороша. Причем как образование среднее, так и образование высшее. Но опять же, это очень сильно зависит от сферы. Например, сфера хай-тека
в Германии, ну, IT, сфера IT, не только хай-тек, а именно IT, она не столько развита. Но, например, такие профессии, как медицина, физика, химия, биология, автомобилестроение, машиностроение. Германия на первом месте в Европе. Да, мы проезжали прям вокруг зелень, леса. А как вы обычно проводите, например, выходные дни с семьей? Что вы делаете? Ну, так как мое хобби – это мотоциклы, мы, как только погода позволяет, садимся на мотоцикл и ездим по окрестностям, и даже достаточно далеко. Здесь есть невероятные пейзажи специально для мотоциклистов. Мы садимся, у нас есть друзья, 3-4 мотоцикла парами и уезжаем в окрестностях кататься, смотреть на прекрасные замки, наслаждаться лесом, озерами и так далее. Что вам рассказать? Мы сейчас готовим несколько блюд из разных культур. Немножко израильское, немножко итальянское, немножко немецкое. Поэтому здесь будет сейчас делаться ризотто. Ризотто с трюфелями и с белыми грибами. Здесь у нас вымоченное ризотто, здесь у нас креветки, которые обязательно нужно оставить в воде на некоторое время с лимоном, чтобы из них вышла вся гадость. А то креветки плавают по сегодняшним морям, в которых непонятно что. Едят они тоже непонятно что. Поэтому обязательно их нужно сначала ставить хотя бы на минут 15 просто в теплой воде с лимоном. И сушеные немножечко промыли, чтобы на них не осталось ни пыль, ничего страшного. Сейчас мы их порежем. Это белые грибы лесные, трюфеля. Настоящие итальянские трюфеля. Мы добавили 1 стакан воды и столько же добавляем сливок, чтобы ризотто получилось мягким. Друг приехал. Ты не представляешь, что такое для меня друг. И запомни, Виталик, когда ты делаешь еду для того, чтобы насладить своих друзей, она получается лучше всего. Украшение или как правильно назвать? Это все это называется на арабском хамса, если ты не в курсе. Хамса, происхождение слова хамса от арабского слова 5. Хамса, но это рукап, и заодно еще и рука по-арабски. Во всех временах, во всех восточных странах, не только в арабских, но и там, не знаю, в Греции, да, в некоторых других странах, рука – это такой знак защиты, типа как стоп, рука, защита, да. И вот где мы не путешествовали, везде мы покупали такую хамсу. Здесь есть несколько, например, вот это марокканская, она и с глазом, и с рыбой, что тоже, в принципе, и рыба, и глаз, она защищает, такое дает, ну, и защита от сглаза, и счастье. И тут, в общем, откуда мы всегда привозим что-нибудь такое подобное. Например, вот это вот хамса. Это старая, очень древняя еврейская хамса. Она висела в домах у иракских евреев, как звонок. Она висела на двери. Здесь есть Маген-Давид внутри, да, ты видишь, и надпись на иврите. И вот так вот заходили в дом. Названием еврейский салат. Ну, это у нас он называется авокадо с яйцами. Шампиньоны. Да. Шли в ход шампиньоны. Их надо хорошенько помыть, только шапочку. Если ты будешь их мыть изнутри, то они сразу потеряют свой вкус. Поэтому вот так вот сверху их моешь, шапку, вот, ножку срезаешь, и потом так режешь, и все. Ной, привет. Привет. Мы в гостях у Юваля. Это Ной, сын Юваля, которым он очень гордится. Сейчас мы узнаем, почему. Ной, расскажи немного о себе. Меня зовут Ной, и мне 22 года. Я бакалавр, изучаю международный бизнес в области развивающихся рынков. Уже год я стажируюсь в Германии, в Дюссельдорфе. Планирую изучать информационный менеджмент. Начинаю на следующей неделе. На следующей неделе?
Да, на следующий. Начинаю с четверга. Расскажи, на кого ты учишься и где ты сейчас учишься? Что это за учебное заведение и почему ты его выбрал? Сначала я учился на бакалавра в Маастрихте по профилю международный бизнес. Это был не специализированный курс. Так что потом я сосредоточился на развивающихся рынках. Это о том, как вести бизнес в развивающихся странах. Мне было просто интересно узнать, как этот процесс отличается. Ведь я жил в Европе, и у меня было немного опыта. Мой отец занимается бизнесом, и я хотел посмотреть, как еще можно его вести. Могу ли я чему-то научиться? Итак, я написал диссертацию на тему телекоммуникации в развивающихся рынках. По сути, как можно увеличить бизнес-потенциал, совершенствуя цифровые технологии в развивающихся странах. Тогда я вернулся домой, чтобы набраться опыта, пройти интернатуру. Стал работать в области телекоммуникаций в компании Vodafone. Это было очень увлекательно, потому что была совершенно новая область, все очень оцифровано. После этого я стал работать в банке, здесь, в Дюссельдорфе, под названием Торгобанк. Очень интересно наблюдать, как цифровые технологии внедряются в мир финтеха. Это захватывающий процесс, который быстро развивается. Приходится всегда быть на шаг впереди. А что ты делаешь в банке? Какая твоя функция? Я менеджер проектов по работе со счетами и с карточками. Сюда входит, по сути, все, что касается частных клиентов в области кредитных и дебетных карточек и накопительных счетов, а также нововведений по оплате. Все, что мы можем оцифровать для клиента, от онлайн-оплаты до банкового приложения, это наша забота. А как ты думаешь, какие вообще, на каком уровне сейчас, наверняка ты знаешь, ты же эксперт в этой области, проработал, да, по крайней мере, ты учишься и ты практикуешь сразу, да? На каком уровне сейчас развит финтех в Германии? С финтехом в Германии очень интересная история. Ведь для германских клиентов оплата наличными в очень большом приоритете. Им очень нравятся наличные. И онлайн-банкингом они, в принципе, не очень любят пользоваться, как и карточкой. Им нравится платить наличными в магазинах или в ресторанах. Тогда они чувствуют свои деньги и знают, куда они ушли. Но еще у нас есть молодежное движение, которым очень нравится цифровой подход к банкингу. Когда не нужно ни платить лично, ни разговаривать с людьми. А все можно сделать на телефоне. Привычки меняются. И мы как раз в том моменте, когда банкам нужно разобраться, кто наш главный целевой потребитель. Те, кто платит наличными, или же молодежь, которой хочется все сделать в приложении, которым хочется инвестировать через приложение и все контролировать. Вот такая ситуация. Есть какие-то стартапы, которые успешны сейчас именно в финтеке в Германии? Самый большой германский стартап — это М26. Мы его называем онлайн-банком. Он на рынке примерно уже 5 лет, как-то так. И с самого начала у них не было филиалов. Все делается через приложение. Скачиваешь приложение, делаешь идентификацию, и все. Людям это очень понравилось. Мне, например, не нужно было никуда ходить. Когда мне исполнилось 18, я просто открыл себе банковский счет, не выходя из дома. Все было просто идеально, ни с кем не нужно было говорить, никого ждать. 5 минут, и у меня есть счет. Но это только в области банков. С транзакциями ничего нового нет. Все германские банки проводят их одинаково. Какие вообще есть препятствия для того, чтобы эта индустрия, я имею в виду сейчас финтех, росла быстро? Помимо того, что есть ментальные, да, препятствия, о которых ты сейчас сказал, может быть, есть еще со стороны регулирования какие-то сложности? С регуляциями у нас сложно. Они, естественно, на стороне клиента. А клиенты в Германии очень беспокоятся о своих данных. Они совсем не хотят делиться своими данными. Так что в Германии множество законов, защищающих данные клиента. Но с другой стороны, это проблема.
Потому что, как я понимаю, финтех живет за счет возможности использовать данные, как для себя, как для помощи клиенту, но, естественно, и для монетизации. А с этим у нас проблема в регуляциях. Клиентам очень не нравится делиться своими данными. Потому-то и наличные так популярны. Ведь они не привязаны к моей идентификации. Но вообще финансовый рынок Германии связан с Евросоюзом. И это хорошо, потому что Евросоюз принял директиву PSD-2 2 года назад. Это нормативный документ, который определяет, как должны проходить транзакции по всей Европе. И эта директива — это шаг в сторону цифрового рынка. Возьмем, например, финтех в Италии. Не знаю, слышали ли вы о Satispay. Они очень популярны в Италии и пытаются расшириться и на другие страны. Ведь евро — это очень удобно. А какое будущее у финтека в Германии? Как ты смотришь вообще на будущее финтек в Германии? С этим может быть трудно, потому что германские пользователи доверяют своим банкам, уже существующим обычным банкам. В Германии два объединения банков. Одно называется Sparkassen, а другое — Volksbank. Они живут за счет частной стороны бизнеса. И для финтеха это очень важно учесть. Полностью все оцифровать не получится, потому что для жителей Германии это очень важно. Они хотят быть способны зайти в магазин и поговорить с человеком. И это, я думаю, самая большая проблема. А что с блокчейн-технологией? Насколько здесь она применяется и насколько вообще это все легитимно здесь? Едва-едва. Об этом поговаривают. В области нормативов этот вопрос часто поднимается, потому что это очень привлекательная технология в плане безопасности, особенно в финансовом секторе. Но пока что все ограничивается разговорами, и в основном в частной, а не банковой сфере. Как тебе вообще живется в Германии? Ты, получается, здесь, в принципе, живешь практически с рождения, насколько я знаю. Получил здесь образование, у тебя здесь много друзей. Какие планы вообще на будущее? Ты будешь здесь развиваться и помогать Германии расти вместе с тобой, или ты планируешь куда-то перебраться? На первый вопрос. Жить в Германии мне очень нравится. Вырастать в ней очень удобно. Здесь множество возможностей, и можно многому научиться. Это дает человеку стабильность, это очень хорошо. Но я решил поехать учиться в Нидерландах, потому что хотел пожить немного по-другому, в другой стране, набраться другого опыта. И это показало мне, что еще есть в мире, что можно увидеть и пережить. Здесь, будучи человеком, постоянно проживающим в одной из европейских стран, в принципе, это несложно путешествовать по другим странам Евросоюза и перенимать опыт. А думал ли ты выйти за пределы Европейского Союза? Ну, не знаю, может быть, тот же самый Ближний Восток. Да, я над этим подумываю. Я немного связан с учебой, потому что я учился в Европе. И тогда лучше найти работу в Европе. Но вообще, да. Я хочу поработать и в других странах. Именно так, по-моему, можно набраться необходимого опыта. Того, которого ищу я. Меня очень интересуют страны, в которых широко используются цифровые технологии. Например, очень хочется посетить Израиль. Поехать туда было бы восхитительно. Естественно, нельзя не вспомнить о Дубае. Этот город быстро растет, и туда интересно поехать. Особенно, если уже есть немного опыта. Да, мои интересы направлены скорее на восток, чем на запад. Мне хотелось бы посетить Ближний Восток и даже дальше, в Азию. Посмотреть японский рынок или Китай. Должно быть очень интересно и совсем У тебя по-другому. очень интересная профессия, на которую ты обучаешься и начинаешь уже практиковать. Автоматизация бизнес-процессов. Я думаю, это за ней будущее, в принципе, да?
И эти знания и навыки, они, в принципе, могут быть применимы в любой из стран. Важно, что будет тебе по душе. Да, скорее всего так. Вообще, в целом, как ты думаешь, молодежь, которая здесь вот обучается, получает знания, насколько эта молодежь нацелена на то, чтобы помогать Германии расти? Германцы, в принципе, очень гордятся своей страной. Они очень заинтересованы в том, чтобы остаться здесь. И, как вы говорили, помочь стране расти. У меня много друзей, которые решили работать в социальных сферах или стать учителями, чтобы способствовать развитию Германии. Они в этом очень заинтересованы и хотят остаться здесь. Особенно в этом заинтересована молодежь, строить страну и развивать ее. Но сейчас действует несколько факторов, которые делают такое решение немного менее привлекательным. Политические факторы. Думаю, они и есть главной причиной. Вот так. Спасибо, удачи тебе на пути твоем, да, и хорошего тебе переезда Спасибо в большое. Голландию в Спасибо. среду, на следующей неделе. Да. Да, спасибо. Спасибо. Ну вот за это время, пока вы здесь живете, ты почувствовал себя уже таким, знаешь, местным, локалом? Дети. Дети. Дети, локалы во всем. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я человек мира. Я нахожусь как рыба в воде в любой точке на этой планете. Но я не думаю, что я здесь останусь на пенсию, если таковая когда-нибудь со мной случится, то, скорее всего, она не будет в Германии. Скорее всего, это будет какая-то более южная страна. А друзей среди вот коренных немцев много? Друзей... Что такое друзья? Давай как-то... Хороших знакомых. Хороших знакомых, да, достаточно. Да. И как они относятся в целом к приезжим, не к немцам? Это очень сильно зависит от тебя самого. Потому что насколько ты интегрирован в среду, и насколько ты хорошо говоришь по-немецки, насколько, чем ты занимаешься, да, какие у тебя, где ты живешь и так далее. Да. Я помню, ты рассказывал, как ты перебрался сюда, будучи еще работником в компании, которая чем занималась? Производством высокотехнологичной Чем вы электроники. занималась? Да, да. И вас даже инструктировали, как вы должны вести, Да. как вы должны разговаривать, как выглядеть. Да. Расскажи, мне кажется, это такая интересная тема, которую можно подискуссировать. Это, в принципе, показывает культурный код страны. Да, Да? культурный код страны, да. У нас в компании, в которой... Я переехал сюда из Израиля, это был 2000 год. Меня сюда перевезли как экспат по инженерам-технологам. Это такой менеджер среднего звена, да, то есть это не самый высший менеджмент, но это уже и последний человек в компании. У нас определенные были дресс-коды и определенную машину, которую нам было разрешено на ней ездить. Например, максимум автомобиль, на котором ты мог передвигаться, это Volkswagen. И дресс-код должен был обязательный костюм, обязательный галстук, но костюм не выше, чем, скажем, костюм, купленный в Заре. Никаких Луи Виттонов, никаких Хуго Боссов, костюмов мы не имели права носить. Почему? Потому что по немецкому mindset, по немецкому мышлению, если ты ездишь на слишком хорошей машине и слишком хорошо одет, это значит, что ты нам не слишком много зарабатываешь. Логично, в принципе. Да, поэтому логично. Поэтому сразу же просят скидку. Вот в этом вся немецкая практичность. Да. Они тебя сканируют, смотрят, Да. с тобой говорят и определяют, Все правильно. кто ты и чем Да. ты можешь быть полезен или вреден. Да, все правильно. Перфетто.